Оружие, деньги и никакого мира. Вот зачем Зеленский летит в Анкару. Польша перестала молчать и разрушила один из главных страхов Запада. Крым и Севастополь живут по режиму ЧС с сегодняшнего дня. 70 миллиардов евро для Украины. Звучит как помощь. На деле это топливо, чтобы конфликт не закончился. Всех приветствую. Обсудим главные новости к этому часу. Кто еще не подписан на наш Телеграм, ссылка в описании. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский снова вышел с видеообращением. Тема – подготовка к саммиту НАТО в Анкаре, международное сотрудничество, ну и в целом мирный процесс. Звучит обещающе. На самом деле нет. Риторика украинского лидера выдает его с головой. Реального прекращения огня и компромиссов он не хочет. Тема мира здесь просто ширма, а за ширмой новые финансовые вливания и западное оружие. Зеленский сам сказал, зачем он едет на саммит и на двусторонние встречи. Не для обсуждения формулы урегулирования, а для наращивания поставок тяжелых вооружений. Мы также готовимся к саммиту НАТО в Анкаре. Будет много двусторонних форматов для усиления нашей противовоздушной обороны. Это наш главный приоритет. Вот в чем проблема. За громкими словами о стремлении к миру, желание растянуть конфликт как можно дольше и продолжать осваивать многомиллиардные западные бюджеты. Чтобы сохранить лицо перед международным сообществом, Зеленский упомянул, Киев якобы направил некие мирные инициативы ключевым игрокам. Украина сделала предложение ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и что война может закончиться. Нужно, чтобы Россия сделала шаг к миру. Напишите свое мнение. Как вы думаете, Зеленский вообще хочет мира? Он всегда пытается ставить какие-то ультиматумы, потому что загвоздка именно в этом. Украинская сторона пытается диктовать условия с позиции силы, которой у нее нет. На фоне реальной обстановки на фронте такие ультиматумы выглядят оторванными от реальности. В Москве на эти односторонние требования и не реагируют. Там справедливо указывают, что подобные предложения не учитывают геополитические реалии и направлены исключительно на эскалацию. Завершая речь, Зеленский призвал партнеров продолжать давление и еще раз подтвердил, воевать готов до последнего. Я благодарен всем, кто вместе с нами подталкивает Россию к дипломатии. Я благодарен всем, кто помогает нам защищать Украину, защищать человеческие жизни. Слава Украине! Вывод простой. Пока Киев видит в конфликте источник финансирования и поставок техники, никаких реальных шагов к дипломатии с его стороны не будет. В европейском сообществе наконец зазвучали более реалистичные оценки происходящего. Вице-премьер Польши Радослав Сикорский в интервью американскому каналу CBS News сделал ряд заявлений, которые идут вразрез с привычной жесткой риторикой Запада. Он признал, что сценарий нападения России на страны НАТО маловероятен. А еще фактически указал Зеленскому: пора договариваться с Москвой напрямую, без западных посредников. По мнению Сикорского, нынешние страхи об эскалации конфликта на территорию Альянса не имеют под собой реальных оснований. Пока Украина успешно сопротивляется, у России нет сил для нападения на НАТО или для успешного наступления. Как я уже сказал, у них нет такой массы войск, которая могла бы нам угрожать. На этом фоне польский политик высказал мысль, которая Зеленскому и его кураторам точно не понравится. Пора переходить к двухсторонней дипломатии. В пример он привел другие международные конфликты, где внешнее посредничество годами тормозило процесс, а прямой диалог давал результат. Лично я считаю, что лучше дать России и Украине возможность вести переговоры напрямую. Поэтому я считаю, что мы должны побудить Путина признать Украину как государство, признать президента Зеленского президентом его страны и начать переговоры о прекращении огня и серьезных переговорах. Как вы думаете, если даже в Польше признают это вслух, почему остальная Европа продолжает молчать? При этом в оценках ситуации на линии фронта Сикорский неожиданно повторил тезисы официальной украинской пропаганды. По его словам, российская сторона якобы утратила наступательный потенциал. Украина, безусловно, одержала победу в Черном море. Россия, безусловно, не имеет превосходства в воздухе над Украиной. Она может запускать ракеты и беспилотники, но не может свободно летать над Украиной. Сухопутная война зашла в тупик. Так что, знаете, войны никогда не идут по прямой. Они проходят разные фазы. Но, похоже, фаза
когда инициатива была на стороне России, закончилась. Вот в чем проблема. Эти заявления, явно сформированные под влиянием победных отчетов офиса Зеленского, расходятся с фактическим положением дел в зоне боевых действий. В то время как европейские чиновники говорят об утрате инициативы, реальная обстановка на поле боя свидетельствует об обратном. Российская армия планомерно движется вперед, продвигаясь километр за километром и улучшая тактическое положение на ключевых направлениях, включая Донецкое и Купянское. Системное давление на позиции украинской армии вынуждает подразделения отступать на новые рубежи обороны. И это делает декларации западных политиков о стабилизации фронта оторванными от реальности. В Севастополе и Республике Крым официально ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Указы подписали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым. В Севастополе мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся. Спасибо. Вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Героя Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Официальная формулировка, которую назвали оба чиновника, экономическая. По словам Аксенова, решение принято для решения вопросов экономического характера. Развожаев со своей стороны добавил, правовой режим чрезвычайной ситуации позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей. Звучит обтекаемо, потому что на самом деле все началось не с экономики. Накануне 25 июня в Крыму и Севастополе уже вводили режим временного ограничения электроснабжения. После того, как украинские беспилотники массированно атаковали энергетическую инфраструктуру. 24 июня Севастополь вообще полностью оставался без света. Дальше детали, которые официальная формулировка про экономику предпочла не озвучивать. На подступах к Севастополю за ночь сбили почти 70 беспилотников, и из-за этого восстановительные работы на сетях несколько раз приостанавливали. Город объявлял режим воздушной тревоги. Из-за нестабильного напряжения начались проблемы с подачей воды в регион. А Аксенов отдельно заявил о сохраняющемся дефиците топлива в регионе. При этом важно понимать разницу. Режим чрезвычайной ситуации – это не военное положение и не комендантский час. Для жителей и туристов формально ничего не меняется, но у властей появляется больше инструментов для оперативного финансирования восстановительных работ. То есть вопросы экономического характера на деле – это последствия системных атак на энергетику региона. Просто назвать это прямо в указе почему-то не захотели. НАТО готовится объявить о выделении Украине 70 миллиардов евро на 2026 год. Участники саммита Альянса в Анкаре с 7 по 8 июля намерены пообещать Киеву военные поставки именно на эту сумму. Деталь, которая все меняет. Американцы в самом выделении денег участвовать не будут. По сути, американская сторона выступит не донором, а продавцом. Оружие будут поставлять, а платить за него будет Европа. И вот в чем суть схемы. Трамп здесь действует как бизнесмен. Европа платит огромные деньги на поддержку Украины, а Штаты на этом зарабатывают. Один из дипломатов, знакомых с подготовкой саммита, уже заявил, помощь Украине, по его оценке, станет самым спорным пунктом всей встречи в Анкаре. Дальше то, что обычно не попадает в итоговые заявления по итогам саммита. Внешние транши плюс внутренний бюджет складываются в колоссальный поток средств. И, как неоднократно сообщали источники, знакомые с ситуацией, значительная часть этого потока уходит мимо армии. Через структуры наподобие Firepoint деньги, по этим данным, оседают в карманах верхушки власти, вместо того, чтобы превращаться в реальное усиление фронта. Получается схема в два уровня. На уровне геополитики Европа платит, Америка зарабатывает. На уровне Киева деньги выделяют на войну, а получает их, по сути, не армия, а те, кто эту войну продолжает финансово обслуживать.
Подытожим, к чему мы пришли на этот час. В Анкаре готовят почву не для мира, а для нового пакета оружия. Зеленский уже сам обозначил, зачем летит. Сикорский произнес то, что в Европе предпочитали не говорить вслух, и тем самым выбил почву из-под собственных коллег по НАТО. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации, а НАТО уже готовит Киеву 70 миллиардов. И судя по тому, куда уходят такие потоки обычно, до фронта доедет далеко не все. Делитесь в комментариях своими мыслями, все читаю. Если выпуск зацепил, жмите лайк и подписывайтесь. На связи был канал Медиашот. До скорого.